Доброе утро, добрый день, добрый вечер. А вот и долгожданное, прекрасное, великолепное обновление Dyson Sphere Program Rise of the Darkfall. Добавлено очень много всего, и это все еще только предстоит усвоить и освоить. Давайте посмотрим на главные новшества этого крупнейшего на данный момент патча. Естественно, основное нововведение — это противники. Туман Тьмы представляет угрозу с самого начала. На стартовой планете уже есть база противников, а по орбите звезды вращается Улей, чье ядро Око Саурона наводит страх и ужас на игроков. Если вы, конечно, не включили пассивный режим или режим манекена в настройках Тумана Тьмы. Собственно, противников можно и отключить совсем, если вы хотите спокойно развиваться, как в старые добрые времена, когда над вашей головой не летали всякие железные оригами-поделки. Только учтите, что с этих болванчиков падают ресурсы, в том числе и особые, которые можно добыть только с них. И нужны они для... А вот это пока секрет. Точнее, секретные технологии. Хотите лаборатории в 3 раза быстрее обычных, еще более быстрые печи и сборщики? Тогда будьте добры, выходите на тропу войны и начинайте отыгрывать инженера из Team Fortress 2. Сложно было бы отбиваться от противников без оружия. И его нам отсыпали. Вот они, слева направо. Гаусс-турель, ракетница, имплазивная пушка, лазерная турель и плазменная турель. Мало? Ну тогда держите по несколько видов боеприпасов, практически на каждое орудие. Обделена только лазерная турель, ну и логичная энергия в игре одна. Добавили и вспомогательные здания, причем полезные и вне боевой системы. База со строительными дронами для помощи в строительстве и ремонте, которая еще и пылесосить местность может. Сигнальная башня, вызывающая огонь на себя и позволяющая ракетницам бить по радиусу этой башни. Ну еще и служит для подзарядки Икара и передачи энергии на огромные расстояния. То есть сильно улучшенный беспроводной столб. И, конечно же, планетарный щит, превращающий нашу планету в голубой непробиваемый шарик. При наличии у вас большого количества энергии этих самых щитов. Их можно настроить на планете до 80 штук. Щиты очень прожорливые. Наш Икар тоже подкачался и стал сильно суровее. Теперь в него встроен лазер, которым он автоматически отстреливается от врагов. Но если дадите ему патронов каких-нибудь, то начнет стрелять и ими. Главное, не забудьте включить их. Да, как видите, интерфейс Икара сильно переделан. А что это у нас тут? Так это ж личный флот из боевых дронов. Вы теперь не только элитный солдат-универсал, но еще и адмирал небольшой флотилии кораблей. Изменения затронули и небоевую часть игры. Заметные корректировки претерпели аккумуляторы. Теперь они стоят немного дешевле, а их характеристики значительно возросли. И теперь они не сгорают бесследно в нашем мехе. Ну и спрей стал оказывать на них влияние. В общем, лепота. Много изменений качества жизни. Например, сквозь голограммы можно ходить, и ветряки стало можно строить в океанах. У каждого типа планет появилось подробное описание, да и название планет поменяли, хотя их суть осталась прежней. Внутриигровой путеводитель пополнился информацией о нововведениях, инструкции и в тексте, и видео. В целом нововведений огромное количество. Подробно будем рассматривать их в дальнейшем. Для этого надо детально их изучить вместе с вами на стримах. Ну а пока подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пишите свои конструктивные предложения. Указывайте на ошибки при их наличии. Всем спасибо, до следующих разов.